Привет, друзья! С вами Алекс Моторный. Наша очередная прогулка посвящается одной из самых известных и знаковых улиц Харькова – Чернышевской. Стартовая точка нашей прогулки – небольшой сквер, расположенный на перекрестке улиц Чернышевской, Пушкинской и площади Поэзии. В центре сквера – памятник украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому. В здешний антураж очень удачно вписывается фасад здания земельного банка с восьмиколонным портиком. Раньше же на этом месте находилось большое дворовое место, принадлежащее гвардии полковнику и кавалеру Михаилу Веселовскому. В начале XIX века на месте этого пятиэтажного жилого дома по адресу улица Чернышевская, 1 находилась усадьба Чернышевых. Один из представителей семьи Чернышевых, Степан Григорьевич Чернышев, некоторое время был харьковским губернским архитектором. Его фамилия и дала название улице, на которой почти до конца XX века проживали потомки Чернышевых. Корни улицы Чернышевской уходят в начало XIX века, но активная застройка началась лишь в начале прошлого столетия. По праву, эта улица может считаться одной из хранительниц истории Харькова, ведь здесь сочетание архитектурных стилей тесно переплетается с именами известных горожан того времени. Неторопливо прогуливаясь, можно встретить настоящий замок и мистическую постройку с химерами. Под номером 4 располагается первый частно-кооперативный жилой дом 1910 года постройки, архитектор Юлий Семенович Цауне. На улице Чернышевской много зданий, имеющих историко-архитектурное значение. А рядом с этим домом, в небольшом двухэтажном здании под номером 6, в 1878 году размещалась общедоступная художественная школа Марии Дмитриевны Раевской. Школа была открыта еще в 1869 году, но своего помещения не имела. И вот в 1878 году Сергей Раевский, общественный деятель, построил это здание для своей супруги Марии. Под началом лучших преподавателей города здесь учились легендарный архитектор Алексей Бекетов, живописцы и пейзажисты Сергей Васильковский, Петр Левченко, а в наши дни это обычный жилой дом. В 1894 году Мария Раевская практически ослепла и передала школу городу, но еще долгие 17 лет после этого она добивалась того, чтобы на основе ее школы в Харькове было создано художественное училище. Умерла Мария Раевская несколько месяцев спустя после открытия училища. Ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств. В здании по улице Чернышевская, 7/9 находится НИИ дерматологии и венерологии. В нем свои следы оставили знаменитые профессора и доктора. Это здание возвели в 1883 году благодаря усилиям пионера электротерапии в Харькове Иосифа Сыценко. Также в здании находилась частная глазная клиника Гиршмана и лечебница доктора Тринклера. Здание построено в 1883 году архитектором Ловцовым. Кстати, первоначально здание имело 2,5 этажа. Последующая реконструкция увеличила размеры здания как по длине, так и по высоте. По этой же стороне улицы, под номером 11, находится здание Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Он был создан в 1933 году. Первый сезон театр открыл 17 ноября 1933 года спектаклем Гоголя «Ревизор» в помещении клуба пищевиков и работал в этом помещении до войны. После окончания Второй мировой войны театр получил прописку здесь, на Чернышевской, но в конце 1970-х годов остался бездомным, здание сгорело. Почти четверть века театралы вынуждены были обитать в ДК «Связи» на улице Скрипника, пока чиновники и архитекторы решали, где следует построить новое здание. В итоге театр вернулся на прежнее место, которое пришлось полностью реконструировать.
А перед вами жилой дом номер 15, построенный на основе фундамента театра массового музыкального действа. На первом этаже этого здания расположены городская художественная галерея имени Васильковского и библиотека имени Островского. К следующему пункту нашей прогулки советуем присмотреться внимательней и задуматься, насколько хорошо может выглядеть здание с более чем 200-летней историей, если за ним ухаживать надлежащим образом. Находится оно по адресу улица Чернышевская, 14. Усадебный двухэтажный дом с 4 колоннами несколько раз реконструировали, но сейчас усадьба имеет практически первозданный вид. До революции дворовым местом владел городской секретарь Дмитрий Сердюков, а в советские годы здесь размещался Харьковский аэроклуб. Сейчас здесь находится филиал Национального научно-исследовательского реставрационного центра. За домом номер 15, о котором я упоминал совсем недавно, перед улицей Жон Мироносец установлен бюст Алексея Кирилловича Алчевского. Подарок жителей города Алчевска 350-летнему юбилею Харькова. Это точная копия памятника, установленного в Алчевске. У памятника есть две копии, которые были установлены в Алчевске. Одна копия расположена на улице Ленина, а вторая на аллее, которая ведет к центральной проходной Алчевский металлургический комбинат. Памятник представляет собой бюст банкира, промышленника и защитника рабочего класса Алексея Алчевского. Он стоит на четырехгранном гранитном постаменте. Левее от памятника Алчевскому находится Мироносецкая церковь и зеркальная струя. Под номером 18 расположилось творение легендарного харьковского архитектора Алексея Бекетова. Зодчий выполнил проект этого здания безвозмездно, а строили его на средства воскресной школы известной просветительницы Христины Алчевской и ее супруга Алексея. Кстати, это здание, вот оно, открывается сейчас перед вами. Здесь сейчас выставочный зал художественного музея. Если вам нравится видеосюжет, я прошу вас поставить лайк под видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, а также оставить комментарий и поделиться видео с друзьями. Перед вами бывший черный дом на Чернышевской, 25. Известен лишь год постройки 1912 и то, что в 1909 году дворовое место принадлежало Куксину Андрею Петровичу. Адрес тогда был Чернышевская, 23, а не 25, как сейчас. Длительное время здание было темно-серого, почти черного оттенка. Напишите в комментариях, как вы считаете, пошел ли перекрас на пользу. После революции 1917 года в здании находилось НКВД. Там же был научно-показательный музей при Главном управлении милиции и розыска. Сейчас аналогичный музей находится в ДК ГУВД МВД в бывшем особняке Алчевских на улице Жон Мироносец. Бывший доходный дом по улице Чернышевской, 26 был возведен в 1899 году в стиле необарокко для семьи действительного статского советника Петра Карпова. В 20-х годах прошлого века в нем проживал известный украинский писатель и общественный деятель Елан Блакитний, первый редактор центральной газеты «Вести», основатель журнала «Всесвіт», «Червоний перець», один из основателей организации пролетарских писателей «ГАРД». Сейчас здесь располагается Управление подготовки кадров ЦСУ Украины. Улица Чернышевская, 28, здание 1874 года постройки. Сейчас здесь находится почтовое отделение номер 2.
а пока далее по улице Чернышевской располагаются жилые и административно-офисные здания. Чернышевская, 60. Педагогический университет. Здание построено по проекту архитектора Юлия Цауны в 1909-1913 годах. Ранее в нем располагалась частная гимназия. Сейчас юридический факультет Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. На пересечении улиц Чернышевской и Ярослава Мудрого возвышается одно из самых красивых зданий нашего маршрута. Дом, напоминающий своим внешним обликом замок, задуман в лучших традициях стиля модерн. Постройке на Чернышевской 66 уже более 100 лет, хотя выглядит она хорошо благодаря недавней реставрации. Работал над проектом здания видный архитектор Владимир Покровский. Он планировал поселиться на втором этаже дома со своей семьей, а остальное помещение сдавать в аренду. В итоге стоимость строительства оказалась настолько высока, что зодчему пришлось заложить свое детище Полтавский земельный банк. В итоге эффектное здание выкупил дворянин Георгий Питра, устроивший в нем доходный дом. В советское время в замке поселился научно-исследовательский институт литейного машиностроения, который находится здесь и до сих пор. Ну а мы продолжаем нашу видеопрогулку по улице Чернышевской. В доме номер 77 до 1917 года размещалось жандармское железнодорожное полицейское управление. В советское время в здании работал проектный институт «Военпроект». Еще одно знаковое здание на Чернышевской 79, также работа архитектора Покровского. Этот дом в стиле модерн зодчий строил для своих сестер и, являясь по жизни большим романтиком, подарил зданию много мистических элементов. На фасаде можно отыскать воронов, волков и химер. Есть также барельефы самого Покровского и его помощника, техника-архитектора Величко. Их скульптуры в проект внесли сестры зодчего без его ведома. Сейчас в здании располагается театральный факультет университета искусств. Дом номер 80, 1905 года постройки, архитектор Харманский.
В нем работает Институт государственного строительства и местного самоуправления. В дооктябрьский период с 1911 года в нем размещалось губернское акцизное управление, для которого дом и был построен. Четырехэтажный, 9-секционный дом расположен на углу улицы Чернышевской и Маяковского. Здание характерно для 20-х годов, когда только начиналось массовое жилищное строительство. Украшает дом немногочисленные декоративные элементы, фигурные щипцы над лестничными клетками, фактурные обрамления входных дверей, формы которых отдаленно напоминают стиль украинского барокко. Улица Чернышевского, 95. Жилой дом с большой аркой. Архитектор Подгорный, 1938 год. Монументальное шестиэтажное здание доминирует в окружающей застройке. Создан дом путем реконструкции двух близко расположенных отдельных построек. Чернышевская, 96. Жилой дом. Архитекторы Таранов-Белозеров, Мавшович, Костенко, Добротворский, 1931 год. Пятиэтажная часть дома обращена к небольшому скверу со стороны улицы Веснина, а четырехэтажные крылья выходят на улицу Чернышевскую и Алчевских. Их динамичность подчеркивается пилообразным размещением жилых секций. Некоторая тяжеловесность фасадов, решенных в форме конструктивизма, смягчена после замены в 70-х годах глухих бетонных ограждений балконов решетчатыми. При выходе к улице Веснина Чернышевская сливается с улицей Алчевских, образуя при этом небольшой треугольный сквер. На этом, дорогие друзья, наша видеоэкскурсия по улице Чернышевская подходит к концу. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Оставайтесь на канале. Всего вам доброго. До новых встреч.